Раздражительность. Как уже говорилось, человек в лагере настолько падает духом, им настолько овладевает апатия, что его душевная жизнь опускается на более примитивный уровень, превращая его в безвольную игрушку судьбы или объект произвола охранников. И это приводит в конечном счете к тому, что он начинает бояться принимать собственные решения, взять свою судьбу в свои руки. Эта апатия является не только механизмом душевной самозащиты. Она имеет и чисто телесные причины, так же, как и повышенная раздражительность. Одна из примечательных особенностей психики заключенного наряду с апатией. В ряду физиологических причин этого явления на первом месте стоят голод и недосыпание, которые, как всем известно, вызывают апатию и раздражительность и в нормальной жизни. В лагере же острейший дефицит сна был обусловлен еще и тем, что из-за невообразимой тесноты и отсутствия какой-либо гигиены бараки буквально кишели насекомыми. К вызванным всем этим апатии и раздражительности добавлялось еще одно – отсутствие тех даров цивилизации, которые обычно способствовали смягчению этих состояний – никотина и кофеина. Ввиду этого апатия и раздражительность только возрастали. К причинам телесного свойства, однако, добавлялись еще и психологические особенности душевного состояния заключенных в виде определенных комплексов. Большинство заключенных отчетливо страдали от своеобразного чувства неполноценности. Каждый из нас был раньше кем-то или, во всяком случае, считал так. Здесь же с ним обращались так, будто он буквально никто. Ясно, что лагерная ситуация не могла поколебать чувство собственного достоинства тех, у кого оно имело духовную основу. Но многие ли в лагере, да и многие ли вообще обладают столь прочной духовностью? Средний лагерник, не размышляя об этом и не осознавая этого полностью, тем не менее чувствовал себя деклассированным. Это чувство укреплялось контрастами, существовавшими в социальной структуре лагеря. Я имею в виду избранное меньшинство – капо, поваров, кладовщиков, лагерных полицейских. Они компенсировали чувство неполноценности своим более высоким положением. Они ни в коей мере не чувствовали себя подобно большинству деклассированными. Наоборот, они достигли здесь успеха. У них прямо-таки развивалась мания величия в миниатюре. Озлобленность и зависть большинства, вызываемые поведением этих избранных, выражались по-разному, в том числе и в язвительных шутках. Рассказывался, к примеру, такой анекдот. Двое говорят о третьем. Я знал его, когда он был всего лишь председателем правления банка. А теперь он выпендривается так, будто уже стал капо. Там, где это большинство деклассированных и меньшинство избранных вступали в конфликт, а для этого было множество поводов, начиная с раздачи еды, раздражительность достигала высшей точки и прорывалась наружу. Та раздражительность о различных телесных причинах, которые мы говорили выше, усиливается ввиду психологических причин, аффективной заряженности, происходящей из комплексов. Неудивительно, что страсти быстро достигали высшей точки накала, что выливалось во всеобщую драку. Рефлекс, толкающий на разрядку аффекта гнева рукоприкладством, закреплялся еще и теми же самыми драками, которым обитатели лагеря постоянно были свидетелями. Признаться, мне самому известно, насколько иной раз чешутся руки, когда голодного, невыспавшегося человека охватывает вспышка раздражения. В
то время я постоянно не досыпал еще по одной причине. В сыпно-тифозном бараке можно было топить маленькую печурку, но круглые сутки кто-нибудь должен был следить за тем, чтобы огонь не гас. Те, у кого сохранились еще малейшие силы, несли ночные дежурства. И это были, несмотря ни на что, самые идиллические часы, когда я, пока другие спали или что-то бормотали в лихорадочном бреду, лежал, растянувшись на земляном полу возле печки, и пек на огне, разведенном на паре украденных брикетов, пару украденных картофелин. Но за это блаженство приходилось расплачиваться, чувствуя себя на следующий день еще более переутомленным, более невыспавшимся и раздраженным. Тогда, незадолго до освобождения, я не только был врачом сыпно-тифозного барака, но и замещал заболевшего старосту, и потому отвечал перед лагерным начальством за чистоту барака, в той мере, в какой вообще в тех условиях можно было говорить о чистоте. Вся эта видимость чистоплотности не столько служила целям гигиены, сколько составляла для нас дополнительные мучения. Если бы дали чуть-чуть больше еды, больше медикаментов, но нет. Заботились о том, чтобы на проходе не лежало ни соломинки, чтобы изодранные, загаженные одеяла больных были в ногах выровнены в одну линию. И как только объявлялось о предстоящей инспекции, я начинал нервничать. Как бы начальник, открыв дверь и бросив беглый взгляд внутрь барака, не узрел какой-нибудь злосчастной соломинки, упавшей с нар, какой-нибудь пылинки золы возле печки или чего-нибудь в этом роде. А что касается судьбы людей, обитающих в этой дыре, то он вполне удовлетворялся тем, что я, содрав со своей обритой головы лагерный берет и составив пятки вместе, бойко и громко докладывал: «Барак номер такой-то, больных сыпным тифом 52, ухаживающих 2, врач 1». На этом все кончалось, инспектирующий удалялся. Но ведь приходил он обычно на несколько часов позднее, чем предполагалось, или вообще не приходил. И все это время я должен был выравнивать одеяло, следить, чтобы не упала в проход соломинка, покрикивать на этих бедняк, способных в последний момент разрушить красоту, с таким трудом мной созданную. Из-за безразличия и апатии, умноженных болезней, они реагировали только на резкий крик, но и он подчас не действовал. И приходилось всеми силами сдерживаться, чтобы не шлепнуть кого-нибудь, ибо сам я был в высшей степени напряжен из-за собственной усталости, их равнодушия и той опасности, которую могла нести инспекция.